Приветули, мирабашечки! Привет! Снова рады вас приветствовать на канале Лена Ваня. Февраль, зима, то солнышко, то ветерок, но все равно комфортно и вокруг, конечно, очень-очень красиво вокруг нас. Так, неправильно начинаешь. Сегодня какое число? 23 февраля. Вот! Поздравляем всех мужчин с Правильно. этим замечательным праздником. Правильно. Мужчины, вы наша опора, берегите себя, мы вас любим. Конечно же, внимательно относимся к вам. Ну, в общем, главное, чтобы вы сами тоже берегли себя. Ну, а мы, женщины, кто рядом, конечно же, Всех поможем. мужчин с праздником. Это наш праздник с Днем защиты, защитника Отечества. А сейчас мы идем, то есть нам приглянулось одно объявление, студия. То есть это как инвестиция. Студия недорогая. В целях инвестиций, чтобы заманивать, что справа на краткосрочную аренду. То есть главное преимущество в этих комплексах со студиями, это, конечно, то, что можно сдавать в краткосрочную аренду совершенно легально. Вот. И мы решили, что, может быть, посмотрим, что там за студии все-таки. Ну, в общем-то, думаем об этом. Мы вчера смотрели один объект, мы сейчас идем в другой объект. То мы шли вдоль моря, сейчас свернули. Конечно, много садов с лимонами. Это прекрасно. Главное, чтобы их не вырубали все. Посмотрите, Вырубят. какая красота. Вот он полностью. Посмотрите, сколько лимонов. И сейчас, причем скоро начнут цвести эти деревья. И так... вот уже цветочки есть. И так висят лимоны с прошлого года. И потом вот зацветают лимоны. Скоро будет невероятный запах этих лимонов. Какая красота, а? Да. Красотища. Красота, много лимонов. И трава такая сочная, да, скоро выжжет Зеленая. солнце. Ну и раз мы сейчас по недвижимости, конечно, мы смотрели, смотрим очень много квартир, да? В новых комплексах и в старых комплексах. В большинстве старых комплексов хорошо, что интересная планировка. Площади часто больше, но не всегда. Но, конечно, общие зоны, лифты старые, маленькие. И, конечно, возникает разница, когда ты заходишь в новый комплекс, когда все-таки все новое. Это другие ощущения. Вот. Мы даже все наши квартиры искали, мы всегда выбираем новые комплексы. Как бы нам ни хотелось эти большие площади, но все равно душа лежит у нас Да, к новому. Сами турки покупают новые. Да. Ну, это старый дом, видимо, это вся земля ему принадлежит, вот это справа. Это все его. Эх, Елена Александровна, наши бы вот эти вот Знания сейчас, да, которые сейчас и несколько лет назад. И когда мы приехали с зелеными, да? Да. Смотри, собачка стоит. Вот кто-то вот хозяин этой всей земли. Вот так. Он миллионер. Совершенно спокойно простой частный дом может соседствовать с новыми высотными домами. Вся эта земля сейчас у него стоит миллионы. Да. Раньше тут на самом деле было очень много земли, садов, но постепенно сады, на месте садов строят. Так, я думаю, давай берем налево. И это мы сейчас находимся в район Томёк. Просто там вдоль моря набережная красивая. Вы видели, мы уже поднялись, так как нам чуть выше, так, между домов. Ну и, так, в принципе, мы здесь... Я думаю, что не пройдем. Идем так еще по этому кругу. Здесь мы
еще никогда не снимали. Мы всегда на машинах, на машинах. Сейчас машину Но- оставили. А так по этому району мы не ходили, не снимали. Здесь мы и на машине никак не ходили. Так, что Мы мы только делаем? на машине, да. Я так думаю, нам там туда. Да, туда. Вон, да? Или что дальше? Ну а вообще для чего показывают? Для того, чтобы было представление, да, что в Турции, особенно в Мерсине, это нормально, когда частные дома маленькие, зачастую очень простые, соседствуют с какими-то огромными шикарными комплексами с бассейном. Это город контрастов, и это для Мерсина, в принципе, неудивительно и не так часто встречается. Давай так пойдем. Вот там та дорога прямо. А так не знаю, выйдем мы или нет. Давай так. Да. Вот. Есть и виллы, да, дома. Вот строятся. Да, хорошие. И локация Вот хорошая. Сытылык продается. Локация до моря у нас где-то 200 метров отсюда. Получается до моря. То есть кому надо много площади, вот. Но дворик тут маленький, тут это вот Ваня все хочет домик, но главное условие, чтобы была терраса, беседка, тандыр, Мангал. мангал, да, чтобы можно было где-то посидеть с зеленью. Здесь так не Ну, вижу мне кажется, особо. это апартаменты, это ничего не вилла. Нет, это вот отдельно тот дом, отдельно этот дом. Вот там продается, здесь. И там еще за ним тоже видно что-то, не знаю. Это интересно. Ну а в чем плюс, что несмотря на картинку, которая вас окружает в любом абсолютно районе, если спрашиваете, везде есть магазины, базары, овощные лавки, то есть вы не останетесь голодным Ну, однозначно. это закрытый. Этот летом, значит, открывается, а там выше 2. И вот мы вышли. Я видела, что многие купили в этом комплексе квартиры Виолетта Ситеси. Ну, смотри, здесь кондиционеры висят, значит. Да, кондиционеры, шторки, Заселились. значит, заселились. Вот он из 3, да, состоит. Вот там шок, там дальше еще шок есть. Там за нами лавка овощная. Так, хорошо. Ну и смотрите, как много Новостроили, да? много новых. О, мангал домов. уже рабочий, видишь, уже. Вот, замечательно, Видно, что там да. кто-то Вот здесь на готовил. территории есть мангалы. Здорово. Когда пройти? Давай вот это. Нет, вот там дорога. И вот эта дорога, по которой мы сейчас идем, она тоже совершенно новая. Ей меньше года. Раньше была вот там, вот сейчас все убирают. Вот там узенькая дорожка была неудобная. Но после того, как, конечно, построилось такое огромное количество новых домов, то вот проложили новую дорогу. Вот это в Турции замечательно. Новые дома, сразу новая дорога. Скоро поэтому- будет. Здесь же то же самое будет. Пробок здесь практически нет. Красоту навели. Здесь то же самое будет. Да, вот еще строят. Ну, в принципе, новых построек очень много. Ну, это Маршал. Тоже у всех русскоязычных на слуху. Вот он так сейчас выглядит. И там куча всего. Вот Маршал. Конечно, со стороны, когда едешь со стороны дороги, вот сама конструкция этих зданий, где лесенками террасы, вот как у этого, у того дальше со стороны смотрится очень красиво. И что нас лично с Ваней радует глаз, когда смотришь, что наконец-то они красят в белый светлый цвет, балконы внутри темнее,
А основное здание белое, потому что когда стали все красить в черные цвета эти здания, конечно, ну, глазу не так приятно воспринимать. Ну смотри, совсем другой вид. Да. Такой вид отеля, да? Дорогого отеля. Вид отеля. Здесь тоже вот строится. Этот Так. дом, в который мы постоянно ездим, мимо проезжаем, он растет прям как грибы. Как гриб большой такой растет на глазах. Как бамбук быстро растет, это то же самое. Здесь все стройки, они быстро-быстро растут. Вот тоже этот комплекс, и рядом небольшой домик такой. Здесь кухня будет, здесь шкафы, такие уже ряд с полками, ряд на вешалках. Вот так. Это зона спальни-гостиная, да, то есть здесь балкон еще есть небольшой, с этой стороны кровать, столик. Вот такая возле дороги. Очень шумно будет. Да. Только если застеклить вот это. Возле дороги. Ну, понятно, Застеклить, тогда что будет. застеклить. Хороший пакет можно ставить и будет нормально. Да, выводы все есть. И вот так это выглядит. Ну, в принципе, неплохо, да, оно смотрится просто как отельный номер, да, как мы останавливались. Санузел, да, санузел. Хорошо, что здесь уже стоит вся мебель, в принципе, это как номер в отеле. Говорят, что еще от застройщика будет кровать. Вот. Ну, естественно, доделываться все будет. Это такая вот мини-кухня, то есть мойка, здесь плита и вот так. Коридоры вот так и студия напротив студии. Ну, как гостиница, да, два. В принципе, вот так выглядит лестница. Мы для сравнения хотим посмотреть еще один проект со студиями, где можно сдавать будет в краткосрочную аренду. В общем-то, идем смотреть и сравнивать. И территория. Здесь вот два бассейна, маленький, большой. Пока еще все в процессе. Говорят, что где-то зимой будет сдан этот комплекс. И айдат будет 60 евро. Тут будет много площадей, вся инфраструктура и хамам. Ну, в общем-то, все плюшки пятизвездочного отеля. Снаружи выглядит. Сейчас идем смотреть вот соседнее здание. Здесь студии тоже с краткосрочной арендой. Посмотрим здесь. Вот так сейчас все выглядит. Здесь территория уже оформляется, сажают зелень. Конечно, когда зелень на территории, это сразу же оживляет. Тут есть два этажа и вот такие. Так, это мы зашли в концерт Тренд, да. Такие здесь студии. Ну, понятно, все еще в процессе. Вот санузел. Так, унитаз. Здесь вот так будет душевая и раковина. Двери тут такие же. Сейчас они везде ставят такого плана двери. И вот сама студия. Вот так выглядит. То есть здесь место, вот телевизор. Тут место под кровать. Столик какой-то. И здесь отдельно кухня.
Вот такая. Что мне нравится, что и там, и здесь, это, конечно, мраморные столешницы. Вот маленькая будет плита, конечно, больше не нужно. Холодильник встроенный, наверное, не знаю. Вот здесь, я думаю, что можно будет маленький холодильник поставить. И вот такая кухня, в общем-то. Сушилка, здесь можно вытяжку повесить. Окна вот так интересно, да, сделаны. Окно, и там идет потолок, балка и просто большое окно. То есть в этих комплексах нет балкона. А цена, ну, плюс-минус такая же. Вот так. И здесь из мебели только кухня, да, а там полностью вся стена уже готовая мебель. Ну, какой из вариантов лично вам нравится больше? Вот если бы вы снимали студию, допустим, какую бы вы выбрали? Интересно знать ваше мнение, да? Если смотрели по фотографиям, вот такую студию или как мы показывали до этого. И двери здесь уже стоят. Ну и, конечно, коридоры вот такие, да, как отельного типа. И захожу в другую, это северная сторона, это южная сторона. Вот здесь можно посмотреть территорию комплекса, тоже 2 бассейна. Вот так П-образно построено. Вот такие студии. Рядом еще один комплекс Менезе. Говорят, что тоже можно в краткосрочную аренду. На 1-м этаже коммерческая недвижимость. Да. Так, здесь 1 плюс 1. Салон. Комната. Такая спальня. Там у нас балкон большой, хороший. Ну, такой вид здесь на здание, но это 1-й этаж. У входа такой шкаф. Так, и здесь кухня, большая, хорошая. Столешница у нас натуральная. Важно. Так, вот такая кухня. Я стою, где холодильник. И салон. И здесь тоже большой балкон. Вот прям хорошие, реально хорошие балконы. Вот. Ну и вид такой, это 1-й этаж, такой вид с 1-го этажа. И вроде бы цена что-то около 40 000. Кухня. Вот так. Это северная сторона, то же самое. Вот. Все, мы посмотрели, идем обратно. Сейчас пока скажу заключение и цены. Мы с Ваней идем и думаем, нет, нам вот с Ваней вот такого плана домик, да, чтобы была терраса там, зелень, хорошая беседка, спальня, двор, вот такое что-то замечательно. И близость к морю. На камере, конечно, оно смотрится дальше, но так это где-то вот, да, 200 метров, 150. Ну, тут вообще большой дом, да. Вот такие домики идеально, то, что нам нужно. Ну и по студиям уже, да, закончим. Значит, 1-й комплекс Илькем Рио 1, потому что 2-й там строится во дворе, там другие цены. В среднем студии стоит 30 плюс тысяч евро. Там понятно, что уже в зависимости у застройщика, допустим, есть от 37, кажется. А инвесторы, понятно, они продают уже, ну, кто как, да, кто-то дешевле, кто-то дороже. И мы видели, да, и мы видели объявления, и по 38 тысяч продают, и по 35, и по 33. Это уже инвесторы, кто купили и продают.
И во втором комплексе концепт тренд. Тоже, ну, в принципе, плюс-минус тоже цены на студии 30 плюс. Там уже 33, 35, 38. Ну, то есть кто как тоже продает. И как нам сказали, что, в принципе, оба те комплексы, они сдадутся плюс-минус одинаково уже зимой. Ну, в конце этого года примерно. Потому что до лета, конечно, они не сдадутся. Сразу скажу, что плюс, на наш взгляд, в этих комплексах для тех, кто хочет заработать на краткосрочной аренде, официально, не боясь, вот в этом плюс. Плюс, значит, условия такие скинули нам, что айдат будет 65 евро в месяц. Ну, вы знаете, что обслуживание комплекса, вне зависимости, живете, не живете, вы должны платить. Это надо, так сказать, учитывать при расходах. И в том комплексе будет компания обслуживающая, которую, если вы хотите, она может заняться арендой вашей квартир. Их комиссия составит 30% от аренды. Но в эти 30% входит и уборка, и управление. То есть вы, если, допустим, вас нет на месте, вы оставляете ключи, да, удаленно. И, конечно, вот эти вот моменты, да, это эти домики, которые мы всегда проходим возле моря. Ой, вот это вообще, да, красота. Но ну, эти удобно, дома... да? На расстоянии, допустим, удаленно. Продаешь от любой сделки, допустим, человек пришел на, неважно, на сутки взял, на 5 суток. То есть от каждой сделки 30%, и в них входит и уборка. Вот этот вот момент всё, меня да, больше всего, шикарно. да, Ну, и это уборка да, входит. это отлично. Ну, тогда, ну, это вот такая пока информация, конечно. Вот эти домики здесь. Конечно, Вот этот дом на наших глазах, да? его купили, он был старенький, как там вот, уже даже и нет стареньких, уже отремонтированы здесь практически все. Они сделали настройку Они тут изменили и полностью здесь. полностью, да. Дворики. Вот он был как тот рядом, который Да. источного цвета. И вот здесь мы выходим, это, считайте, прямо от второго комплекса, от третьего. МНЗ называется третий, где 1+1. Тоже можно в краткосрочную, там цена уже 40 плюс тысяч в евро. И здесь мы часто гуляем. На набережной не показывали вот этот дом, да, полностью перестроен. Это вообще два дома. Видишь, вот здесь это два отдельных. Вот Ну, так, как он такой же был, они точно поменяли. такой же они просто сделали Да, балконы, там, да. пристройки. А больше всего нам нравится вот этот дом. Сейчас Он похож на покажем. итальянский, Да. Он побольше, здесь большая территория, там у людей есть бассейн. И вот там беседочка такая. И вот эти жалюзи, да, как в Италии, везде, там и беседка, ну вот это вообще замечательно, конечно, стоит сейчас, стоит. Так, и вот пляж и море. Я так думаю, что хорошее предложение. Но говорят, что это в Мерсине такое впервые. Это первый проект, и еще потому что мы Они узнавали, еще совсем нам, сырые, да? нам интересно сам процесс, как это будет происходить. Это как краткосрочная аренда, управление, как платить налог государству. То есть это все еще для нас немножечко не до конца понятно, и нам не смогли объяснить, потому что это, ну, первые проекты в Мерсине, как будет происходить вот этот весь момент. Пока точно не знаем, но заявлено, что эти проекты со студиями, они подходят именно под краткосрочную аренду. А мы увидели, что он, смотри, папайя растет. Вон папайя. Да. Вот эти виллы тоже прекрасные, да? Здесь летом всегда люди уже столики ставят, цветочки сажают. Класс. Ну, в общем-то, как-то так. Такое у нас видео получилось. Больше обзорное, больше на подумать. Не конкретно про цены, но и цены тоже плюс-минус. Вот мы сказали. И пишите в комментариях, вот вы лично в какую бы студию сняли. Вот первую, то, что показывали.
или вторую? Какая вот, на взгляд приезжего человека, да, кто приехал к морю, комфортнее? Скажу сразу, наше мнение, нам кажется, что комфортнее та, которая с балконом, там, где там и мебель полностью, все уже стоит. Вот, ну, как-то так. И на этой замечательной ноте с моря мы с вами прощаемся. Не забывайте нас подписываться, ставить лайки, комментируйте, пишите ваши вопросики. Что еще вы хотели бы видеть, какие вообще вопросы у вас есть. В течение первых суток после выхода видео я отвечаю на все комментарии. После суток уже так. Все, всем удачи, до встречи, пока-пока, хорошего настроения и прекрасно встретить весну.